Едем дальше. Едем в сторону поселка Широковского. Впереди у нас поселок вот этот вот базовый. Смотрите-ка, я чуть-чуть отъехал от Губахи на север, буквально 15 километров. А снег это гораздо больше. Вот опять тоже живописные развалины. Дома здесь были частные. Какая-то лужа большая. Не озеро, не река, просто лужа. У многих здесь сохранились дачки. Вот смотрите, какой домик интересный. Маленький, узенький какой-то дачный домик. Тут еще прям даже архитектура какая-то для кого-то была построена. Вот разрушенные дома. Развалин-то оказывается много, если так посмотреться, целенаправленно присмотреться. Впереди голубого цвета магазин. Ну не голубой такой какой-то. Синий-зеленый. Вот. Тут получается остановка общественного транспорта. Объявление, что рядом находится исправительная колония. Не подвозить голосующих пассажиров, потому что это могут быть заключенные. Вот, кстати, вот я в таком же точно доме жил на коммуне. Представляете, кирпичный дом двухэтажный. Даже называли некоторые его коттедж модным словом. Якобы улучшенной планировки, а дом-то уже не жилой. А мы продолжаем наше путешествие. Вот уже верба набухла. Скоро вербное воскресенье. Ну, я заметил, что очень много снега еще здесь. Немножко севернее, снега гораздо больше. Завиди меня пристроилась Гранта. Наконец решилась обгонять. Я еду, снимаю, еду неторопливо. Не спешить особо некуда. Снега здесь гораздо больше, да, как ни странно. Ну, как ни странно, вот весна идет такими темпами, что, допустим, в Губахе там то ли на горе, то ли что, снега-то гораздо меньше. Вот мне нравится этот сосновый массив, посадки это получается, безумно нравится. И раньше нравились. Здесь, у нас сосны редко растут, в основном елки растут. Вот, и прямо под соснами приятно погулять. Гораздо не такой захламленный лес, и дышится легче, и вообще намного интереснее. В основном у нас сосны вот в Губахе, в Кизеле не растут. Сосны ближе к березнякам начинаются. Хотя город Березники намекает на наличие берез. Но там очень много сосен, кама, песчаные берега. Поинтереснее, я считаю, поинтереснее, чем наши глинистые берега. Речки только маленькие, лесные. И елки вездесущие. Вот все, уже сосны закончились, пошли наш обычный лес. Елки, 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 подлесок береза, верба, рябина, ну, всякие такие деревья, не крупные. Вот, немножко потряхивает, не без этого. Здесь дорога такая более ухабистая. Сейчас едем по натуральной тайге нашей. Она вся такая. Деревья не очень высокие, обычные, метров по 20, наверное, да? И вот что характерно для Губахи, да, даже в Перми не такие, как сказать, ну мы называем это горы, да, для кого-то это холмы, для нас все-таки это гористая местность считается. В Перми гораздо ровнее. А у нас здесь вот так вот. Немножко добавим газу в горочку. Здесь остановочный пункт 5-й километр. Как не остановочный? Автобусная остановка 5-й километр. Впереди кладбище. Здесь раньше была старая деревня. Она так и называлась Старая деревня. Много-много очень памятников.